Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Valorant вы узнаете, как повысить FPS в новом сезоне, избавиться от лагов и фризов, сделать более стабильный фреймтайм с минимальной задержкой. Также вам покажу оптимальные настройки графики в этом патче. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Многие спрашивают, как получить наилучшее соединение с сервером. Не считая переезда в другой город, есть более простой вариант, и это Гера-бустер, который понижает пинг непосредственно в самой игре, не затрагивая всю вашу систему. На борту еще имеется и антипакет лосс, обеспечивая минимальную потерю пакетов. Можете сравнить с включенным гир-апом и выключенным. Результат вас порадует. Также гир-ап идеально подходит для серьезных компетитив матчей. Поддержка от eSports команд не даст соврать. Поэтому насчет банов можете не переживать. Гир-ап не затрагивает игровые файлы. Переходите по ссылочке в описании и качайте Гера-бустер для решения проблем с высокой задержкой и потерей пакетов. А по моему промокоду можете получить бесплатную пробную версию. Поэтому бустите свое соединение и обязательно напишите, насколько у вас снизился пинг с Гера-бустером. Начнем мы с вами с не менее важного, а именно настройки графики. Оказавшись в игре, нажимаем на шестеренку, настройки и переходим на вкладку видео. Первая вкладка общая. Режим монитора. Здесь у нас, как обычно, два варианта. На весь экран, если вы хотите потенциально слегка понизить задержку, и в развернутом окне. Если вы частенько сворачиваетесь из игры, так будет удобней. Разрешение. По соотношению к вашему монитору, если нужно больше FPS-иков, понижаем, но без фанатизма. FPS-ики в меню можем ограничить, и NVIDIA Reflex Low Latency, вкл для средних систем и вкл плюс Boost для более мощных. Но будьте внимательны, если вдруг у вас начались фризы, вылеты из игры и так далее, тогда лучше верните все взад на вкл. Переходим на качество графики. Данные настройки я тестировал, как в лобби, так и в реальных матчах, и подобрал, как мне кажется, самые актуальные настроечки, по крайней мере для 2К мониторов. То, что касается Full HD, возможно, где-то иногда придется повысить слегка четкость, либо резкость. Это можно сделать в настройках вашей видеокарты. Материалы низкие, текстуры низкие, детали низкая, интерфейс низкая. Виньетка по желанию, но лучше отключить. Вертикальная синхронизация, конечно же, отключаем, потому что дает дополнительную задержку. Сглаживание. Можно либо нет, либо MSAA 2X. FXAA пропускаете, это бюджетный тип сглаживания. Анизотропная фильтрация, я лично ставлю на 4X. Повышенная четкость. Мне не очень нравится, я отключаю. Экспериментальное повышение резкости, то же самое, выключаем. Ореолы, искажения и тени, по желанию, можете оставить, можете выключить. На FPS не сильно влияет. Это то, что у нас касается настроек графики. Теперь давайте кратенько покажу, как лучше всего стабилизировать фреймтайм. Вот такая маленькая циферка, у нас 1.2, 1.0, постоянно прыгает туда-сюда и так далее. При этом FPS много, но могут быть различные проблемы. Что мы делаем? Естественно, если мы поставим просто ограничение, допустим, под мою герцовку 165 Гц, мы получаем стабильные FPS, но очень прыгающий, как курс рубля, фреймтайм. Постоянно 6.3, 6.8, 5.8 и так далее. Отключаем ограничения. Для того, чтобы сделать его стабильным, нам нужно с вами загрузить, если вы еще не загрузили, что странно, MSI Afterburner. И вместе с ним сделать установку Riva Tuner. Такой вот экранчик у нас появится. Нажимаем на него. Здесь находим Frame Rate Limit. Кстати, те, кто не знает, программка бесплатная. И, к примеру, делаем лог на 165. Написали цифру, возвращаемся в игру и получаем залоченные 165 FPS-иков, но со стабильным фрейм-таймом. Если у вас герцовка больше вашего монитора, к примеру 240, то же самое. Ставим 240 и получаем стабильный фрейм-тайм. Ну и так далее и все подобное. Можете ставить сколько вам угодно, главное, чтобы позволяла система, ну и, конечно, монитор. Не знаю, можете ставить больше, можете ставить меньше. Смотрите по ситуации. С этим мы разобрались, а теперь погнали на рабочий стол. Мы там с вами рассмотрим кое-что интересное. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь
делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, мы с вами слегка оптимизируем нашу систему под Valorant. Работает все это как на Windows 10, так и на 11. Просто где-то отличается слегка интерфейс. Нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание и показать доп. Схемы. Здесь у вас появится высокая производительность. Ставим галочку. Далее настройка схемы электропитания. По желанию я обычно дисплей не отключаю. Изменить доп. Параметры питания. Здесь нам нужно убедиться, что наша схема питания высокая производительность активна. И нажимаем ОК. Если вам интересно, как включить максимальную производительность, чуть позже этого коснемся. Открываем мой компьютер, ПКМ на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы, быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. После этого обязательно ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов. Это делаем обязательно, чтобы у нас шрифты были не пиксельные. Все остальное по желанию. Анимации можете подрубить, скольжение и так далее. И нажимаем применить. Нажимаем поиск, пишем параметры. Нас интересует вкладка игры, геймбар. Мы его отключаем. Далее игровой режим оставляем включенным и переходим на специальные возможности. Визуальные эффекты. И отключаем эффекты прозрачности и эффекты анимации тут уже по желанию. На вкладке система переходим на дисплей и здесь находим графика. Либо же, если у вас там что-то слегка отличается, нажимаем поиск, пишем настройки графики. У нас откроется точно такое окошко. В самом низу нам нужно найти Valorant. Если его в списке нет, хотя на 11 винде он по дефолту добавляется, тогда нужно будет добавить его вручную. Нажимаем на добавить классическое приложение, если у вас десятка, будет написано обзор. И переходим в папку с игрой. В моем случае это Games, Riot Games, Valorant, Live, далее Shooter Game, Binaries, Win64 и нас интересует Valorant Win64 Shipping. Кстати, заранее можем скопировать путь к этому приложению. Нажимаем ПКМ и копировать. Далее добавить. Находим Valorant. Параметры GPU. Ставим на высокопроизводительный, там где указана наша самая мощная видеокарта. Очень хорошо работает на ноутбуках, либо у тех ребят, у которых две видеокарты. Выбирайте то, что у вас более производительное. Оптимизация для игр в оконном режиме. Тут по желанию я обычно включаю. В самом верху у нас тоже есть оптимизация для игр в оконном режиме. Чем она отличается, честно, я не в курсе. Тем не менее оставляю включенным. Доп. Графические параметры. Здесь нас интересует один ползунок. Это планирование GPU с аппаратным ускорением. Раньше было написано в описании, что это повышает производительность и слегка уменьшает задержку. Но это не всегда верно. Бывает такое, что делает этот ползунок только хуже. В этом случае я рекомендую поступить следующим образом. Если вы открыли и у вас здесь включено, отключаете, делаете перезагрузку вашей системы, залетаете в Valorant и проверяете. Если все хорошо, так и оставляете. И наоборот, если у вас отключено, тогда включаем, делаем перезагрузку и проверяем уже в самой игре. Если все хорошо, тогда само оставляем. Далее нам нужно настроить и оптимизировать нашу видеокарту. Для начала покажу для видеокарт NVIDIA. Нажимаем ПКМ на рабочем столе, показать доп. Параметры, панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D, программные настройки. Нажимаем вот сюда и в этом списке ищем Valorant. Если его здесь нет, нажимаем добавить и уже ищем в этом списке. То же самое, если здесь, допустим, Valorant нет, тогда нажимаем обзор и как раз нам пригодилось то, что мы копировали ранее. Нажимаем Ctrl плюс V, далее Enter и Valorant Win64 Shipping открыть. Давайте пройдемся по порядку. Анизотропная фильтрация. Если вы ее не используете, тогда выключаем. Вертикальный синхроимпульс. Если в Valorant вы его отключаете, тогда здесь тоже выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Используют цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая доступная. Режим низкой задержки в Kill. Можно иногда ставить на ультра, но если у вас мощный процессор. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить.
Это были у нас базовые настройки. Если вам нужно повысить FPS еще больше, тогда качаем архив по ссылке в описании, у меня с телеги, либо с Дискорда, где вам удобней. В самом архиве нас будет встречать 3 папочки и различные приложения. Давайте продолжим то, что мы не закончили. Это настройка видеокарты, папочка AMD Radeon, если у вас видеокарта от AMD. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйвера. Если вам нужно для производительности, выбираем Minimal Install. Если вам нужны настроечки по типу киберспорт и так далее, тогда делаем установку по умолчанию. Выбираем киберспорт и делаем то, что здесь указано. И если у нас Intel, то же самое. Смотрим и делаем настройку. Nvidia уже показал. Очистка. Delete files. Выделяем все файлы, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete files, папка номер 2. Выделяем все файлы, Shift, Delete и да. То же самое. Если что-то не удаляется, нажимаем просто отмена. Disk Cleanup. По желанию где-то раз в месяц чистим диск C. Галочки здесь ставим и ОК. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра, и здесь нас встречает в картинках для рукастых и красиво расписал, а также уже готовые бэкапчики. Как вам удобнее. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM открыть, если у вас десятка, будет написано слияние. Далее Game DVR2 PKM и слияние, отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar мы с вами уже отключили и аппаратное ускорение тоже настроили. Схема питания. Максимальная производительность. Если она вам нужна, выделяем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем. PKM на пуск. Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем Ctrl+V, либо PKM, Enter и закрываем. Открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы. И здесь у нас появится максимальная производительность. Ставим галочку вот сюда. С архивчиком мы с вами закончили. Давайте покажу еще парочку дополнительных фишечек. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системное устройство и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Далее нажимаем на поиск, пишем панель управления, центр управления сетями, изменение параметров адаптера. Находим наш кабель Ethernet, PKM, свойства. Если вы играете только в игры, все галочки убираем, кроме пакет COS и IP-версия 4. Нажимаем ОК. Снова же нажимаем PKM на Ethernet, свойства, настроить, управление электропитанием и убираем данную галочку. Переходим на дополнительно и отключаем практически все, но только в том случае, если ваш процессор мощный. Основная обработка всей этой информации пойдет на процессор вместо сетевой платы. Offload Disable, Flow Control Disable, далее Disable, модерация Disable, модерация RAID. Отключаем. IPv4 checksum Disable. Jumbo Packet Disable. Large Disable. Еще один Large тоже Disable. Здесь пропускаем. NS Offload Disable. Пакет Priority пропускаем. Speed и Duplex тоже пропускаем. Чексамы все отключаем. Вайкапы тоже все отключаем. И нажимаем ОК. Все это закрываем, делаем перезагрузку и проверяем, как оно что работает. Если вдруг вам нужно будет сеть вернуть взад, нажимаем поиск, пишем сброс сети. Подтверждаем, делаем перезагрузку и у нас все возвращается по умолчанию. Далее нажимаем поиск, пишем изоляция ядра. Здесь нас интересует целостность памяти. Для повышения производительности мы ее, конечно же, отключаем. После всех этих настроек залетаем в Valorant и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. За лайкосики и подписку буду крайне благодарен. Желаю вам высокого FPS.